Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая. Давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь, каковы события этой предстоящей недели, что неожиданно изменится или в какой сфере жизни будете принимать важные решения или что-то корректировать. Конечно, останемся реалистами. Вот кто что спешит в вашу жизнь или какие события произойдут, мы как раз с вами и рассмотрим на старинном цыганском пасьянсе. А после дополним картами Таро и узнаем и о неожиданностях, и к чему это все идет, и раскроем как знаки судьбы или подсказки, что вам нужно услышать, что нужно принять во внимание. Возможно, куда-то не торопиться. Итак, что для вас прояснится, может быть, мои дорогие, на этой неделе? Тельцы. Вообще период такой достаточно неспешный. И где-то май месяц, он весь будет такой. Для вас какая-то стратегия больше важна, нежели вот такие активные действия. Здесь необходимо будет что-то продумать. Но, тем не менее, как лед тронулся, и действительно перемены по этому значению часы, добрые перемены на вашем пороге. Что или кто спешит? Эти перемены могут быть связаны с изменением, допустим, ну даже я могу допустить законодательство, все же мы все разные. Когда выходят какие-то дополнительные подзаконные акты, раньше вы не могли осуществить, подписать какой-то документ или, ну, что-то у вас не получалось, или получить какое-то важное согласование, а вот теперь вы видите возможности, словно перед вами пути, дороги открываются. С другой стороны, это вы и сами можете что-то передумать и от чего-то отказаться, потому что, ну, для вас это либо не важно, либо уже сочтете, что малозначимо. По этой карте и человек какой-то, контакты или посредством контактов могут происходить эти перемены. Может быть, и это связано где-то по работе, а может быть, у кого-то и с личной жизнью. Ладно, идем вперед. Самые разные направления, но что-то или кто-то, это точно спешит. Вот смотрите, и с одной стороны мы сказали, дороги открываются. Видимо, открываются ровно те, которые нужны. Или вы сами уже, может быть, не только вот на этой неделе с 28 апреля, а вы уже в предыдущий период пытались разобраться в каком-то вопросе, зависшей ситуации, или вы с чем-то определяетесь, делаете выбор, иными словами. И вот то, что не нужно, оно как будто закрывается. Уделите внимание тому, как вот, что, чем вы располагаете именно теперь. Потому что, вот, видимо, вы ресурсные люди, мои дорогие тельцы. И явно есть что-то в вашей жизни, что должно быть продолжено, раз выпадает вот это значение. Но есть и то, что, ну, как будто туда идти не стоит. И, может быть, пространство, вселенная, высшие силы вам будут как раз и демонстрировать. И если какой-то путь закрывается на смену, или дверь, да, мы говорим, знаменитая фраза, то на смену открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Поэтому то, что для вас не важно, оно и уходит или пытается словно от вас оттолкнуться. Не удерживайте что-то из прошлого. Вы тем самым высвобождаете свои ресурсы, которые вы можете направить именно как будто в цель, в яблочко. И вот эту победу, посмотрите, победа еще флаг у вас выпадает. Но, видимо, а то, что чему суждено, то того не миновать. А то, что не суждено, или то, что уже, может быть, долгое время пробуксовывало, где-то не складывалось, ну, пусть этот путь какой-то, или даже приложенные ваши усилия, они останутся в прошлом. Иногда мы сожалеем именно потому, что куда-то вложились или в кого-то вложились, а оно все у нас никак. Вот все как из нуля в рогожечку. И нам кажется, ну, я вот еще раз попробую. Ну, я вот теперь другим каким-то методом. И уже, кажется, все методы испробованы. Все варианты уже прошли. А все никак не складывается. Вот это тогда самое время делать выводы уже, а не еще снова и снова пытаться словно стучать по этой стене в надежде, что откроется дверь. Личная жизнь. Это точно. Есть тот, кто
в ваш адрес изъявляет или проявляет знаки внимания, добивается вашего сердца. У кого-то это так может произойти. Но мы сейчас посмотрим, потому что неоднозначное пока значение. И если выпадает нож, то тогда это разбитое сердце. Но нож вот мы, как бы само острие у нас есть, а совпадет ли рукоятка, давайте узнаем. И спокойное течение жизни. Добрые перемены на вашем пороге, да, если спросили, кто или что спешит в вашу жизнь. Вот сами по себе перемены с какой-то победой, какая-то, может быть, личная история. И здесь у каждого понятно по-своему. И при всем при этом спокойное течение жизни. И одновременно, смотрите, еще и радость. Венок. Очень такая приятная неделя, мои дорогие тельцы. А вы можете переживать. И вот этот череп – это сожаление о прошлом. Или какие-то наши проекты, которые в прошлом не получились по тем или иным причинам, а мы все тут можем горевать. А череп – это то, что, опять же, оно уже ушло, оно не имеет никакого значения, правда? Не совпадают у вас, мои дорогие, значения этого меча, и значит, и есть какая-то история, которая заслуживает продолжения. И это именно ваша личная жизнь. Вот она, рукоятка, она так выглядит, и она совершенно в другой плоскости. Поэтому личная жизнь, обратите внимание. Более того, у вас еще выпадает благополучие. И значит, вопросы денег и личной жизни, вопросы вашего дома будут стоять в центре внимания. Вы можете как и улучшать что-то в доме в своем. Кто-то будет искать место, может быть, жительства или какие-то контракты по аренде заключать, рассматривать разные варианты. Может быть, вы планируете поездку, переезд. И тут вы тоже что-то будете просчитывать, словно примерять на себя один, второй вариант. А вот, посмотрите, я не увидела это сразу. Закрытый путь ожидания. Вот это дерево, листва, это и есть ожидание. И часто бывает это пустое ожидание. Вы сами, может быть, мои дорогие тельцы, говорите «нет» пустому ожиданию. Но это может быть как связано и с человеком, да, как «не жди того, кто не придет никогда». И также, когда мы надеемся на авось, что вот оно начнет что-то меняться. Ничего оно не начнет меняться, пока мы сами не изменим. Нет, оно и изменения не могут быть. Но это будет тогда внешняя какая-то картина, палитра событий. И тогда скорее нам придется действовать, исходя из того, что вот именно внешние какие-то непреодолимые события в нашу жизнь словно врываются. Но когда мы более деятельны, тогда мы более ресурсны. А если нас это застает врасплох, тогда нам сложнее, это факт. И у вас еще, смотрите, много вашей власти. Много вашей власти, как и изменить доброе время. Это можно даже сказать, как подсказка высших сил, что добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь, мои дорогие. И правда, радость совпала, но у вас переживания. Вот в этом квадрате у нас, получается, совпали 3 значения. Это у нас как и венок, так и переживание, череп, но благополучие и власть. Вы можете отправляться в высокие инстанции, или вы можете оформлять документы, кто-то может оформлять контракты, пересматривать контракты, договоры, может кто-то визу будет оформлять, кто-то соглашение по части аренды, самая разная палитра, все то, что касается благополучия. Но, как и с вот этими провластными структурами или с людьми, которые имеют рычаги влияния, значит, у вас какие-то контакты будут на этой неделе. Причем это продуктивные контакты, когда вы для себя рядом голубь, у вас совпадает, когда вы можете себя похвалить, сами за себя порадоваться. И правда, какое-то дело у вас словно выгорит, или больше ясности в вашей жизни наступает. И пока я с вами говорила, смотрю, что у вас еще совпало, поскольку мы можем соединить значения по вертикали и по горизонтали в крайних картах, но я не вижу. Поэтому идем дальше. Что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вы будете принимать важное решение? А быть может, это то, что заставит измениться и вас, мои дорогие тельцы. Что же это такое, с чем это связано? Первая карта. И сразу достанем вторую. К чему же это все идет? Вот эти самые изменения или перемены, или когда пусть вы даже сами
что-то переиграете. Знаки судьбы. На что нужно обратить внимание или что вам сейчас нужно услышать. И опять же, к чему это все идет, как подсказка. По вашим достижениям, основные как сферы жизни мы рассмотрим, и достижения, ваши честолюбивые планы, у кого-то учеба, документы, вот на продуктивную вашу работу, деятельность, занятость и деньги откроем эту карту, насколько это в эту неделю продуктивно, да, или со знаком плюс, и личная жизнь, и любовь. Что же неожиданного, или что же неожиданно меняется? Вы можете начать чему-то учиться. Или будете искать по тройке пентаклей какую-то недостающую информацию, причем по конкретному вопросу. Или это оформление документа, каким образом, что-то состыковать. Или это как онлайн-курсы, такое тоже может быть. Я допускаю, что это у вас с учетом перемен может быть словно сдача экзамена. И у кого-то буквально экзамен, прежде чем получить документ, сертификат, такое тоже может быть. Но иногда эта карта еще говорит о пороговом значении в нашей жизни, когда мы сдаем жизненный экзамен. И, кстати, нет, закрытый путь к какому-то пустому ожиданию, и вот они перемены. И эта карта подтверждает, что какая-то ситуация у вас может неожиданно, может быть, и как приходит на ваш порог, да, или человек объявляется, или та ситуация, когда вы что-то хотели тоже осуществить. Вот у вас ясность наступает, мои дорогие, в эту неделю, что вы будете продолжать, а в чем вы поставите точку. И, видимо, это какой-то неожиданный момент все-таки будет. Вы, возможно, и думали что-то продолжать, а вот я больше вижу, что вы сами от чего-то будете отказываться. Вы очень рациональны будете в эту неделю, потому что не хочется впустую тратить силы. И к чему же этот экзамен идет? Король жезлов – это карта харизматичного лидера. Кстати, или идейного лидера. Это вы сами можете быть в этих энергиях, когда вы какой-то новый вид творчества, деятельности, или вы начинаете строить карьеру, или с учетом вот этой сдачи экзамена вы видите для себя какие-то новые перспективы. Кстати, это может быть как и приход человека, какого-то нового, который вам дает, возможно, и дельный совет, но примите тогда во внимание, что надеяться нужно на самих себя. По королю жезлов это да, это могут нам, ну, знаете, как какую-то подсказку в виде, как обустроить тот или иной вопрос. Или люди могут дать, ну, правда, дельный совет, который мы можем переложить на какую-то реальность и употребить это в практике. Но действовать придется самому, потому что это больше руководитель или это карта, если говорят идейный лидер, то это где-то командир. Это больше тот человек, который отдает либо приказы, либо говорит, как нужно делать. Но он не будет делать это за нас. Придется действовать самому. Поэтому к чему все идет? От правильного ориентира, да, или вот мы говорили по тройке пентаклей, сдачи этого экзамена, очень многое зависит. И какое направление мы выберем, это тоже будет для вас важно. Но последующие действия, вот это будет зависеть, к чему придет какой-то результат или какой в итоге вы получите бонус от приложенных усилий. Вам придется что-то тут просчитывать. Не все так однозначно. Но, может быть, вот этот выбор где-то и ознаменует карты, потому что тройка – это уже будущее или перемены. А вот это, вот эти два значения, как листва, так и закрытый путь, это когда мы что-то передумали. И теперь для себя прояснили новое направление. С чем это связано? Давайте я достану еще одну карту. Десятка жезлов. Действительно отказ. Десятка жезлов – это когда мы устали. И вы можете ощущать такую, знаете, чрезмерную усталость, когда вас даже, можно сказать, как подсказка высших сил, если словно телец, у тебя не лежит душа, или тебе уже даже не хочется думать в какую-то сторону, не хочется что-то развивать, не хочется что-либо повторять. Оставь это. Оставь какую-то многозадачность или попытки везде успеть. Ваша сила в настойчивости где-то или еще бы и в выборе правильного направления.
Значит, то, что вы для себя видите важным, то, что вы видите для себя в плане прогресса, следует продолжать по максимуму. А то, что у вас где-то было как запасной вариант, или его величество случай, что вот я могу быстренько так вот перестроиться в какое-то другое направление. Я так вижу, что вот как раз от этих пунктов, которые вы какое-то время сохраняли, вы будете отказываться, потому что нужно высвободить жизненную силу, активность. И по этой карте нам говорят: отдыхай. Поэтому, мои дорогие, тут что-то у вас важное на кону. Уделите себе внимание. И у кого-то это может быть, мы ведь тоже спрашивали, быть может, вас заставляет самих измениться. И вы можете, кстати, задуматься о том, чтобы изменить свой имидж. Или себя как-то изменить. Имидж — это не обязательно что-то мы глобальное меняем, весь гардероб, а может быть какая-то деталь, прическа или здоровый образ жизни, потому что вас вынуждает обстоятельства, слишком динамичная неделя или, может быть, вообще период жизни динамичный, и вам во многих словно ипостасях нужно успевать, и это требует более доброго, гуманного отношения к собственным силам и здоровью. Я такое тоже могу допустить. Давайте посмотрим знаки судьбы, на что следует обратить внимание. Ну, на личную жизнь — раз, и на деньги — два. Всегда вот эта карта, она где-то близка к карте мага, потому что если у мага все 4 стихии в руках, то как минимум 2 у короля кубков. Значит, у кого-то из вас. Может быть, и есть конкретное партнерство, у кого-то это может быть семейный бизнес или какие-то, пусть это даже ваш личный бизнес, но есть еще какие-то контакты с людьми или с какими-то компаниями, агентствами. Ну, все равно есть какой-то элемент зависимости, когда вам нужно что-то согласовывать или какие-то правильные решения принимать. И здесь нужно не просчитаться, где-то не одеть на себя розовые очки, не добавить эмоций в вопросы материальные или каких-то важных решений, и наоборот. Может быть и личная жизнь, которая требует добрых эмоций, да, или какого-то доброго, гуманного отношения к конкретному человеку. Но тогда туда мы не добавляем вот эту рациональность или какой-то чрезмерный прагматизм. Иначе жизнь наша тогда не играет разными красками. Вам придется между вопросов деньги и любовь где-то переключаться и не смешивать одно с другим. Иными словами, не кладите все в одну корзину, и яйца, и камни. А уже что является чем, да, в одной корзине? Вот будьте, правда, где-то с таким более научным каким-то подходом или задавайте себе вопрос. Вот то, что я намереваюсь сделать, или то, что я намереваюсь осуществлять, мое решение, оно основано на эмоциях или прагматизме? Вам где-то это как знак судьбы, вам поможет правильно определиться с чем-то. И тогда в те вопросы, которые личная жизнь и чувства, не добавить, может быть, какой-то излишней прагматики, но зато и в вопросах материализма не промахнуться, не надеть розовые очки или не устроить себе сеанс самокопания. Вам нужно делать какие-то очень важные выводы. И к чему это все идет? Устранить вам нужно какой-то информационный хаос, разобраться в людях, буквально 5 жезлов, когда в товарищах согласия нет. И, может быть, вы будете словно фильтровать свой социум или некоторых контактных лиц. Кого-то вы можете исключать из контактов или взаимодействия, а кому-то отдавать предпочтение. Нам показана эта колода ведьмочек, 5 ведьмочек, собрались какое-то блюдо приготовить, ну и, видимо, не договорились, не смогли, может быть и так. Каждая побросала что-то свое, и вот уже это варево не варится, какими-то пузырьками пошло, и огонь уже перекинулся на пол, на землю, на эту. И нет, это все-таки пол. И они этого не замечают. В каких-то своих прениях и спорах они уже забыли о том, что они собирались делать. Вот правда, вас могут втягивать где-то в какую-то спорную ситуацию или в какой-то конфликт. Вам могут что-то доказывать. И, видимо, поэтому вам нужно не перепутать или разделить зерна от плевел. Может быть и так. Может быть, это вопрос
кстати, бизнеса и денег. Все-таки жезлы– это работа, это ваши достижения. Но и не должно быть надежды на какие-то пустые обещания. Вот тут им пустым обещаниям нужно поставить буквально вот этот замок амбарный, наверное, повесить. Хотя могут приходить и люди, которые, кстати, вас уже подводили. Или это те люди, на которых мы не можем понадеяться. Они уже, может быть, и на этой неделе активизируются. Или вам придется с ними контактировать. Но вы уже, тельцы, видите, знаете, как будто, что, нет, этот человек меня может подвести. Уже раз какая-то ситуация была. К чему все идет? Не повторите какую-то ошибку, как в вопросах личной жизни, так и в вопросах финансов. Это как знаки судьбы. Сфера ваших достижений, что на эту неделю? Здесь конкретно может быть получение денег или согласование каких-то денежных вопросов, может быть, система взаиморасчетов, помощь может быть, кстати, в деньгах или в каких-то важных бумажных или документальных вопросах. Здесь вам словно высшие силы помогают. Вот эта неделя, она при помощи поддержки высших сил или где-то астрологически тоже доброе небо для вас, мои дорогие. И всегда по этой карте там говорят... Первое, не упусти вот именно это время. Не упусти, это не значит, мы куда-то торопимся. Это в некоторых вопросах быть рациональными и использовать себе во благо те добрые, позитивные моменты, которые буквально пытаются войти в вашу жизнь. По этой карте будьте внимательны действительно к вопросам финансов. Здесь нельзя что-то проморгать. И денег в долг не даем, и не участвуем буквально в помощи. По этой карте, хоть это и карта финансового успеха, но она, тем не менее, нам говорит, помни, телец, рука дающего сегодня, завтра может стать рукой просящего. Поэтому внимание к финансам – это точно. Или к вашим заработкам, откуда к вам приходят деньги. Может быть, и изучать вы что-то будете, как новая система взаиморасчета, взаимодействия. Какие-то новые могут быть партнерские отношения. Я такое тоже могу допустить по части бизнеса или работы. Но и будьте прозорливыми и внимательными. Здесь что-то играет вам в помощь. Поэтому не упустите это доброе время. Это самому себе сказать спасибо в будущем. И на любовь, рыцарь кубков. Ну, вообще хорошее настроение. Признание в любви, мы об этом говорили. Может быть, и новое знакомство для тех, кто один или одна. Для тех, кто был в ссоре, вы можете договориться, помириться можете, мои дорогие, правда. Или какие-то важные темы проговорить. Может быть, к вам кто-то торопится. По рыцарю кубка все-таки рыцарь, он всегда едет, перемещается. Хотя я не исключаю, что и вы засобираетесь в какую-то дорогу и будете продумывать, каким образом. Или заключать, или получать какие-то важные документы в связи с поездкой или переездом. У каждого своя палитра, но на личную жизнь что-то вам тут нравится, что-то вас вдохновляет, мои дорогие. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.